Добрый день, с вами Аграфена, мой канал Магии Колдовства. Подробно обо мне можно найти на моих сайтах, в шапке профиля, Инстаграм, Ютуб канал, Телеграм канал. А сегодня у меня, как всегда, гадание по неделям, по знакам зодиака. Неделя 28 августа, 3 сентября. Первая половина знаков зодиака — это рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Напоминаю, что каждое утро мы просыпаемся, потому что мы подчинены ритму солнца. И засыпаем мы также, когда оно садится за горизонт. Это наш ритм, который увязан с Солнцем. Также есть влияние планет, комет и других астрологических источников энергии на нас, на каждый знак. Какие-то влияния проходят через все знаки, которые некоторые чисто индивидуальные. Так, рыба, с чем она входит в эту неделю в целом в энергетическом потоке? Пятерка кубков, рыбе приходится доделать какие-то неинтересные ей дела уже. То есть возврата людей, с которыми, ну, скажем так, которые не меняются. То есть заезженная пластинка, одно и то же. Заносить хвосты, может быть, по работе. Сейчас посмотрим, с чем срезонирует. Обычно кубки — это все-таки эмоции. Так, по состоянию на работе, в денежных делах, иерофант. Вы очень разумно распоряжаетесь своими деньгами. Если вы работаете, это успешные договора, которые благодаря хитрости, уму, знаниям, умениям управлять людьми, зарабатываете деньги, прекрасные собеседования, все, что касается денег. Также связаны с очень такими знающими, надежными людьми, иерофантами. По состоянию в социуме, ну, тут у вас может проявиться. Вот он, отшельник, какие-то перевернутый. Человек, который ради выгоды с вас, с выгодой может прикинуться совершенно другим, каким-то более открытым, более добродушным, придет к вам с улыбкой. Также помните, что это также намек к вам, что вы можете поступать подобным образом. То есть у вас есть возможности также взять на себя эту энергию. Да? Помните, что прикидываясь, что человек может скрывать собственную натуру. Это можете быть и вы сами. По состоянию здоровья, в целом ваше здоровье хорошее. Единственное, что вы можете терять больше энергии, общаясь с людьми, поскольку у вас уже период, где вам захочется много работать, много, может быть, работать над собой. То есть все это заставляет вас сливать эту энергию. Вот, по сути, но она у вас есть. Очень активный период со склонностью к перегреванию, к оцениванию своих возможностей здоровья, тела. Так, по личной жизни. Девятка пентаклей перевернута. Ну, что-то незапланированное. Если у вас семейная жизнь, отношения, то есть ваши могут быть планы отодвинуты по срокам, не хватает денег, что-то не работает, не можете рассчитывать, то есть ваши планы не работают, да, не так вы хотели. По личному, если вы одиноки или в каких-то отношениях, тут тоже непонятно будущее, и вы смотрите на эти отношения, ну, через такой вот расчет, что ли, через можете вы положиться на этого человека. То есть без эмоций, девятка пентаклей. Это всегда такой деловой подход, спокойный, расчетливый. Можно сказать, даже и не об отношениях. Пятерка жезлов, ну, как видите, да. Рыба четко стоит на каких-то своих позициях в личной жизни, по работе. И в целом готова потратить время и энергию на то, чтобы доказать свое. Вы не будете отступать. Есть элемент раздражения какой-то в этой карте, что нет, я буду делать то, что мне хочется, я буду делать то, что мне надо. Я такая рыба прям на себя не похожа. Прям такая вот твердая, энергичная, жесткая, я бы сказала. Овны. С чем входит овен? С
недовольством, желанием большего, пожеланиями большего от жизни, чего-то получить. Ну, пока так. По работе, вот, активен, Овен, полон энергии, добивается своего. Отличная карта для того, чтобы начать новое дело, собеседование. Собеседуете вы или вас, неважно. Будет отличный результат. Заключение сделок, договоров, развитие вашего дела, получив удачное вложение денег, ваш социум. Ну, вы активны в социальном плане. Умеете убеждать людей, добиваться своего. Кстати, жезл — это ваша стихия. Вот ваша карта. Отличное здоровье, суперское. Вы абсолютно здоровы. Даже если у вас тяжелое какое-то заболевание или выздоровление идет, крайне позитивно все развивается. Кроме того, у вас есть некая сила. Ваш организм очень хорошо сопротивляется, очень хорошо настроен, либо возле вас есть прекрасный врач, да, либо вы собираетесь обратиться к такому магу, супер врачу. Ну, вот личной жизни, что старые проблемы, тревоги. Вы давно знаете, что эту проблему, скорее всего, что у вас просто нет силы, ну, забросили личную жизнь, есть некий какой элемент отчаяния. Почему-то все энергично, так все прекрасно. Ну, видите, туз кубков. Все-таки побеждает любовь по итогу. Также это может быть переживание о состоянии здоровья. Это какая-то печаль. Это может быть вы очень сильно переживаете за партнера. Также туз кубков. Может быть два разных варианта. Одна любовь умирает, другая рождается. Так прямо очень драматически. Все это. Вот такая карта прямо. Туз кубков. Все-таки позитивная. Очень позитивная. По тельцам. Тельцов новый прилив сил, энергии, каких-то творческих идей, что-то вам над старым делом вы какими-то или отношениями вы начинаете заново на них смотреть, у вас какое-то удовольствие даже к этому подступать, сделать это снова каким-то более удачная попытка. По работе. Повешенный, перевернутый. Ну, это срыв планов, однако чаще этот срыв где-то вам нужен, вы его задумывали, потому что то, что вы срываете, это оно вам просто не нужно, отягощает, и вы просто избавляетесь от какого-то висяка, грубо говоря. То, что вы кому-то пообещали за 3 копейки, или какая-то работа, которая вас не устраивает, или траты, которые вы решили, что они вам не нужны, просто пустые. То есть это такой срыв планов с привкусом победы. По состоянию в социуме прекрасное судебное решение, победа в судах, победа в государственных органах, решение старых вопросов, которые тянулись годами, взвешенные решения. Также вы проницательны в своей социальной активности, прекрасно, правильно принимаете решения относительно в основном официальных дел, окружения вашего. Вообще хорошая карта. Также переход от каких-то отношений на новый уровень, знаете, через какие-то правила вот, по судам, да, что взвешенные такие по распорядку. Состояние здоровья. Почему-то сниженный иммунитет, организм не борется. Либо вы измотаны предыдущими периодами, и у вас нет сил на то, чтобы у организма нет сил давать отпор. Вот тут как бы так. Я бы сказала, посоветовала не рисковать. Почему? Потому что вот, организма пониженная активность по состоянию в личной жизни, перенос планов, связанных с какими-то деятельностью, покупками, финансовыми делами, вот семейными, да, какие-то билеты, кто-то кому-то приедет, куда-то приедет. Все это откладывается. И чаще это какие-то чисто дела, либо это финансовые, связаны эти задержки, либо с какими-то расписаниями.
да, что-то там отложилось внешне, не ваше. Также вы смотрите на ваши отношения судьба приземленно, какие бы они ни были. Это не карта для новых начинаний. Скорее вы, если вы одинокий телец, вы откладываете эти отношения или отказываетесь от них в силу того, что для вас они не представляют ни эмоционального интереса, ни финансового. Однако вы наслаждаетесь жизнью, тем не менее, особенно это для семейных, для тех, у кого близкие отношения, посещение праздников, семейных праздников, свадьбы, дни рождения. Вот там вы наслаждаетесь жизнью, не с семьей. Это может быть семья избранника, и ваша семья, и просто близкие, друзья, люди. Близнецы. Проход через ноль. Карта сотворения себя, да, то есть вы на этой неделе вы полностью неделя открытых дверей у судьбы. Проходите через них, планируйте, загадывайте все, что хотите. Ваша пора наступила. По работе пятерка кубков. Заносят хвосты. То есть старые дела, вам надо их заканчивать, очень не хочется, но вам нужно, вам приходится это делать, встречаться с теми же самыми людьми по работе, с теми же самыми вопросами сталкиваться. Также хороша карта, вас могут пригласить назад на какое-то предприятие, если вы в поиске работы. Те же самые люди какие-то предложат стать их единомышленниками, скажем так, кооперироваться с ними. Так, вы как-то без интереса, эта карта, возврат без интереса. По социуме, вы так очень отстранились от социума, скорее всего, что вы отошли на подумать, поскольку вы не ассоциируете себя с этими людьми, вам как-то хочется держаться от них в сторонке, и вы, в общем-то, для решения каких-то вопросов по казенным домам у вас все-таки идеи посмотреть на, поискать себе каких-то еще помощь, еще ищите других людей для общества, а эти вам параллельны, грубо говоря. Так, отличное здоровье Солнца. Солнце одна из карт, кстати, зачатие беременности, если кто хотел, ждал или боялся, не знаю. По Солнцу все-таки это позитивная карта для выздоровления после операции. Даже в самом тяжелом состоянии здоровья наступает просвет, да, светит Солнце. Отличная карта. Кстати, с белой картой что-то, особенно для больных людей, вот эта карта. Вам светит новая возможность выздоровления, кстати, связана с какой-то сильной позитивной эмоцией, самовосстановление. Отлично. В личной жизни у вас много общего. Тут еще карта может быть любовь на работе. Любовь для одиноких, да, я больше начну с этого, что вы чем-то заняты, и у вас общие интересы. Это какая-то карта, скорее все-таки с прицелом на материальное, на какое-то земное сотрудничество больше, чем на эмоции, чем на страсти. Если это семейная карта, то вы будете устраивать опять свое гнездышко, делать покупки. В целом также позитивная карта. Там, где семья уже начинает вас утомлять. Знаете, что вы столько всего вкладываете в эту. Для одиноких, кстати, наоборот, это прибыль через помощь материальная и нематериальная, да, там какая-то отвези-привези. Конец недели, рассредоточенность, то есть вы не знаете, за что хвататься, да, над чем вам подумать, то есть очень много дел, в целом продуктивный период. Вот, смотрите, у вас есть неделя прохода через ноль у близнецов. Видите, Солнце, физическое это и моральное состояние, да, даже те, у кого психические всякие, психологические болезни, просветление наступает, и биокарт. Да, тут главное дать себе направление, выберите что-то одно, да, и не все сразу, и оно у вас получится. Раки. Чем ходят раки? О, раки заползли в отшельников, да. Это двойка жезлов карта, когда перевернута, то есть человек явно дистанцируется
от людей, с которыми у него нет ничего общего. Мы разные люди, я пополз в свое убежище, рак пополз задуматься, почему так устроен мир, бла-бла-бла. Карта бездействия, задумчивости. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа-на. По работе. Ну что, может быть, ваша работа, не знаю, вирус нападет на компьютер, замок не открывается, то есть явно что-то, нет электричества в офисе, еще что-то такое накрывает по работе. Чрезвычайная ситуация, в результате которой, ну, работа невозможна. Пока так. Это может быть в состоянии здоровья. Сейчас посмотрим, с чем срезонирует. Вот, ну хорошо, что на работе. Работа, может даже какая-то порча имущества связана с вашими работой. Социум, опять вот карта, да, что сбросил людей, не хочет общаться рак с этими людьми. Ему даже прекрасно, да, фух, отошел от них и не хочет, скорее всего, что вас обременяли какими-то заданиями, задачами, и вы просто отказываетесь их выполнить, и пошли вы нафиг. По состоянию здоровья, тут неумеренность. Так, рак, будьте осторожны, потому что черная карта невозможно работать. И неумеренность говорит о том, что скачок, да, какой-то кризис по неумеренности. Это может быть крайнее состояние, это может быть и какой-то приступ. И также связано с вашими какими-то неумеренными поступками. То есть что-то съел не то, что-то там, или наоборот, устроил себе какое-то голодание, испытание организму, и организм впал в крайнее состояние. То есть будьте осторожны, обмороки, приступы какой-то хроники острой. Вдруг качнулась вот так вот карта в здоровье, неумеренность, да, давление низкое, высокое. Ну, не сможете вы работать, выйти на работу, зарабатывать, черно. Личной жизни. А вот в личной жизни рак достаточно весел, играется, занимается детьми. То есть тут все в порядке, да, видимо, что-то все, какая-то грусть, печаль. Вас раздражают очень люди на работе и в социуме. Вот тут да, что вот даже вы заболеете, приболеете, какой-то протест против этого всего, да, и вы даст возможность раку уединиться, отказаться от этого общения. А в личном у вас прекрасно, стоите из дома, тут у вас все надежно, все понятно, есть помощник, есть король Пентаклей, который дает вам землю, да, в котором можно заземлиться, знакомство с таким королем, флирт с таким королем, все отлично. Остаюсь дома, не работаю, все, не хочу никого видеть. Очень такая позиция, да, рака. А левки, рыжие, опасные. Так, король жезлов, вот он сам. Ну, ярок как никогда, во всей своей красе, прекрасный, всем светит, со всеми заигрывает. Такой красивущий лев. Красивущий, все его любят. Или вы львицы. По работе. Активен, раскидал все дела, покидал, всю работу переработал, всех победил и, в общем, взял приз. Даже если у вас нет работы там или учебы, это ваше очень много бытовых каких-то дел переделываете, ваших вложений денег. Все будет по делу, все будет, как говорится, проставлено по своим местам. А вот этот социум, ну не хочется, вот прям вас вызывает нудьгу эти люди, которые к вам приближаются, вы вынуждены с ними общаться через силу. И причем это там среда, в которой оно не оценивает вас, да, такая вот она. Зануды какие-то. Как одни льва они не любят, бесстыжие. Так, Вестник кубков. Здоровье хорошее у вас, даже игривое, да, кстати, детская карта, женщины, призадумайтесь, да. Веселье, эмоциональная какая-то, может быть, даже переоценивание где-то, недооценивание своих ощущений, может быть, негативных. Ну, львы не особо там прислушиваются к своим невзгодам по состоянию здоровья. Вау. Ну все, в личной жизни у львов что-то тут явно переворот. Кстати, здесь
Что у нас там? Ага, с детской картой что-то прям интересное. Женщины еще раз призадумались. Также эта карта может означать освобождение счастливое от каких-то привязанностей или наоборот сработавшая какая-то ваша давняя мечта в личной жизни. Что вот наконец вы проходите туда, куда вам надо, получаете о чем вы мечтали по белой карте. Ну, карта отличная. Да? Конец недели, семерка жезлов. Ну, лев почивает на лаврах. По сути, ну, львы, они не агрессивные, да, только так кажется, что они короли. Уход от каких-либо разбирательств. Вот лев добродушный, львица, да, настроенный никому ничего не доказывать, а могли бы. То есть по жезлам они вообще очень активны на этой неделе. Могли раскидать не только работу, но и всяких там черноротых людей. Но лев не выбирает счастьем наполнен настолько, что даже не обращает внимания на вот этих людей, которые вот достают и которым бы надо указать на их место. Вот. А с вами была Аграфена. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.